Всем салют! Я не снимал активно последних пару дней, боролся со своим негодованием и, негативом по поводу Хикадовы. Слишком много русскоязычного населения, чего я не хотел. Но понемножку адаптируемся. Едем сейчас, мы на Хикадове, а немножко следующий пляж дальше находится Наригама. Едем посмотреть, что за пляж. Плохие новости: вчера было обратное течение в Велигаме, где мы жили рядышком. Мы жили на Мерисе, в Велигаму ездили серфить, кушать, если помните, креветки, морепродукты. И там было обратное течение, утянуло 4 человек, 2 женщины и 2 ребенка, и 2 человека, кто-то из них не выжил. Короче говоря, вот такие события плохие, поэтому с детьми в океане аккуратнее. Бывает, появляется обратное течение, нужно знать, как реагировать. К берегу плыть нельзя, нужно понимать, что куда, не паниковать, размеривать силы. Короче говоря, об одиночку не плавать, будьте осторожны. От нашего места, от начала Хикадовы пляжа мы живем, да, и до Наригамы, этой вот Наригамы, 200 рупий стоит тук-тук, это сущие копейки. Идти пешком по дороге не очень удобно, как вы видите, нету тротуаров. Все ходят вот вдоль улочек вот так вот. Вот как девушка идет. Что, уже приехали? Ну да. Мы проехались вообще, я не знаю, даже 5 минут нету. Думаю, почему так мало с нас берут. Серферы, смотрю, сидят. Хорошо, сейчас посмотрим, что за пляж. Ага. Кстати, вот вам, пожалуйста, серф-споты неплохие. Прикольно. Только что-то сегодня пассивный океан какой-то, что ли. Блин, мы приехали с друзьями, ага, они впереди поехали. Их где-то в другую точку, что ли, высадили. Сейчас посмотрим, поищем. Мы здесь вечерком прогулялись один раз. Вечером было очень прикольный пляж. То есть мы обратили внимание, что он намного шире. У нас прям в 3 раза короче. Возле нас не очень комфортный пляж. Здесь уже доска стоит 500 рупий за час. Доска с инструктором, с водой, с оборудованием всем стоит уже 3000 рупий. На Велигаме стоит, напомню, 2000 рупий, доска 300 рупий. Ну, то есть для сравнения, чтобы вы понимали. Жена изначально планировала где-то поближе здесь жить, но как-то планы поменялись, живем чуть дальше. Ну и пофигу, в принципе, да? Это близко. Все близко, да, и разнообразие, хоть двигаемся как-то, гуляем куда-то. Сидеть на месте скучно, у нас номер классный, хочется больше в номере проводить. Изначально было, знаете, когда много туристов, какого-то прикола нету. После Мерисы просто мы уровень чуть понизили в плане поселка. Мериса мне high level чуть-чуть поприятней, посолидней, постильней, как-то поспокойней, вот не знаю. А здесь такое больше суета, уже навалили всех туристов, всех подряд, всех пакетников сюда, вот знаете, вот такой сумбур. Я тут не вижу какого-то тенечка, чтобы разве что там. Пошли там спрячем. Мы идем гуляем, а где ж наши смолечи с нашей где-то? Сейчас, друзья, найдем что-то интересное, будет, еще поснимаем. Мы с Яном решили немножко пробежаться по пляжу, посмотреть, как он выглядит, из чего состоит, что интересного впереди. Мы толком вообще не знакомы с этим пляжем, поэтому будете любоваться вместе с нами. Стабилизация не полная включена, поэтому если немножко будет трясти, уж извиняйте. Оля зашла, хотела скупнуться, говорит, засасывает, капец. Смотрите, какие волны. Ну, назад на тук-туке, наверное. Короче, бежать тяжело из-за того, что грузнешь в песке. Пляж под углом, поэтому грузнешь, буксуешь, короче, вы поняли. Пляж даже и не думает заканчиваться. С нас течет, как будто мы скупнулись. Ну, красивенький пляж. Мне он напомнил Гоа. Мы были год назад, наверное. Вот очень похож
на поселочек, который я фиг вспомню, популярный курортик, тоже такой пчеловый. Очень похож пляж по ширине, по длине, по типажу, прям очень похож. Фу, жарко очень. И то какая-то дымка есть, видите, солнце как бы не полностью чисто. Дымка есть. Короче, я нашел форму на чемпионат по серфингу от Red Bull в конце месяца. Будем заполнять, готовимся уже, да? Да, будем. Мы чемпионы по глотанию, прыганию соленой воды. Блеванию, нырянию. Ага. Но если нам на стол поставят 3-литровую банку соленой воды, мы примерно будем на уровне, да, со всеми? Мы сделаем все. Ну, маленькое резюме. Мы пробежались довольно-таки большую часть. Вам показали на таймлапс это. Самая активная часть, самая развитая, населенная, густонаселенная часть этого пляжа, по нашему субъективному мнению. Это как раз вот здесь начало. Вот сзади можете сравнить. Солнце в кадр, но вы суть поняли. Вот здесь больше всего людей, туристы приходят вот со своими накидками, тряпочками, короче, полотенцами. Ложатся, отдыхают. Плюс серфинг школы, серф-доски вы можете взять в аренду. Ну, по волнам примерно одинаково. Фигачит сегодня везде, не знаю, посмотрим, понаблюдаем, всегда ли здесь так. Я пошел купаться. И кафешек чуть плотнее. Плотнее и такие чуть-чуть посолиднее. Там они с какими-то пробелами идут. Типа отель, ресторан, пробел, потом опять отель, ресторан, пробел. Вот на Гоа очень похоже мне как раз локация, где мы отдыхали. Даже похоже, как в Гоа вода затекает и такие озерца создает. Для самых мелких реально можно поплюхаться хоть в чем-то. Безопасно, без всякой дополнительной опасности, так сказать, для жизни и здоровья отдыхающих. А что такие грустные лица, пупсики? От нас недалеко живет Таисия, наша подруга. Заодно покажу быстренько, как выглядит номер у нее. На 19 дней нам бы вышло это на 160 или 190 долларов дешевле, я точно напишу. Называется отель вот так вот, Star Holiday Resort. Прикольная как бы большая территория с бассейном, видите, да? Тут какая-то площадочка, он малые там играются. Таисия говорит, что он лучше, чем тот, который у нас был в Мерисе. Мы жили в похожих номерах в Мерисе. Оля в новых штанах, зацените. Писк моды. Ну, зелено, прикольно, так по-домашнему, уютно. До пляжа здесь дальше на метров 200, наверное, примерно. Зато поезда не слышно. Ну, у нас его слышно, да, но он ходит... Ведем репортаж. Я поезд слышал за 3 дня раза 3, наверное. Это потому что у нас очень классные беруши. Беруши, во-первых, классные, во-вторых, очень классный у нас номер. Очень новые, короче, очень классные, качественные стеклопакеты и так далее. Персональные вешалки, пожалуйста. Ага. Четко на номер, да, прям палочками. Да, вот вам стулья персональные. Зато здесь обезьяны чаще, наверное, да, бегают? Вараны, обезьяны, всякие птички разные. Смотри, прикольно. А еще Столовая? петух тут А. за стенкой. За столом? Петух Да. еще, да, кстати? Ага. Петух мне, кстати, сработает. А стоимость ты помнишь, можешь озвучить? Не спрашиваю. Оля Я помнит. знаю, 88 долларов за 6 дней ей обошлось. А, Прикольно. здесь номер нужно найти. А, да, проживание. Ну, судя по купальнику, твой номер 3. Я угадал. Я бронировала, я цвета не помню. Молодец. А Оля, видите, какое украшение сама себе нашла, придумала, смастырила. О, так нормуль, чё. Смотри. Ну, похоже, как на этом, да, у нас был? Ты сильно там обутая, не топчись, Ну, песок не гони. Занзибаре. А ты не пользуешься этой балдахином этим или как? Нет. Нет смысла, да? Слушай, еще гардеробная есть. Да, глянь. Ничего себе, ничего себе. Не, классно, что есть полочки. Мне вот такие вещи очень импонируют. Блин, меня бесит, когда такого не хватает. Некуда все положить, подключить. Так,
Туалет вот такой простой. Симпатичнее. А, есть типа вот такой штуки. Прикольно. Слушай, прикольно, удобно. Тоже, видишь, есть свет. Типа шкаф. Как на Занзибаре, помнишь? Шкаф Да-да-да. вечно монтируют в стену, как-то так обыгрывают. Но вентилятора, кондера нет, да? Неа. Все, в принципе. Ну тебе, Душновато, да, здесь? тебе нравится? Да, в целом, Лучше, да, чем- но душновато и по вечерам какой-то канализация несет. Да. Я просто смотрю по квадратуре тесновато, поэтому может душновато. Нет, я просто окна не могу открыть, тут много комаров. А, понятно. А Погнали? воду всем ты не разворачиваешь? Нет. А мы идем гулять на пляж. Да, душно было. Таисия идет купаться. Таисия осталось 3 дня, она пытается насытиться всем и едой, и океаном, и солнцем, все вместе, поэтому она идет опять купаться второй раз за день. А потом мне будут брать вот так ПЦР-тест Ну, я- перед вылетом. ну как можно это в монтаж вставить? Ну, блин. Вот так. Представьте, как мне сложно с ними снимать рядом это все. А посмотрите на мой язык. Красный. Красный, и у нее язык вообще, вы видите, какой у нее язык? А я могу показать, что страшнее. Ну давай, выгнуть его, да, ребром. У нее, видите, какой язык? Кто знает, что это за отклонение психологическое, напишите. Ну я знаю, я шучу. Красиво. Есть еще, смотрите, с кондиционерами номера я вижу. Здесь есть еще номера. То есть я показал, наверное, один из простых номеров, я так понимаю, этого отеля, да? Самый дешевый. Цветочек красивый такой. Белка бегает. Ну, то белка, как? Бурундук, Ну, бурундук, но он на нашу белку просто похож. Шустрый капец. Погнали на пляж? Да. Погнали. Да, ну жена, ну ёб твою мать. Красиво здесь. Я даже не хочу одевать очки, потому что это так красиво, а через очки не очень. А так вообще с ума сойти. Боже, как красиво. Офигеть. Да, красиво. Блин, я не верю своим глазам. Так круто здесь вообще. Все так идеально, прям, ну прям идеально все. Охренеть. Нет. Зелено, зелено, очень крутая природа, конечно, на Шри-Ланке. Блин, ну ощущение, я не могу глазам своим поверить, что я такое вижу вообще. Пальмы, да, зелени Всё столько. идеально. Водоем. Здесь такой даже пляжик небольшой, но это вот мы живем по железной дороге, вот километр где-то и 300 метров, и вот мы прогулялись до этого моста, здесь есть порт рыбный, тут даже пляжик такой есть, это прям заливчик с океана. Заплатишь? Это вообще. Нет? Я какая-то уже атрофированная стала. Стала за 12 дней уже, короче. Туда расслабленная. смотрите, как. Там вообще. Красиво, да? Так круто вообще. Они этого не ценят, местные гулять не поймут, чем мы здесь вообще фоткаемся, да? Красиво. Это рай просто вообще. А прикинь, да, гостиница достроится вон та. Ну, там-то тут, я думаю, уже есть гостиница, вон лодка стоит чья-то, я думаю, что здесь уже есть какие-то гостишки. Что-то, мне кажется, здесь аллигаторы могут водиться, не? Очень прям всматриваешься в зелень. Мы вон у ребят спросили, есть ли здесь крокодил, они говорят, да, 2 больших живет. Но людей не ели, мы спросили, людей ели, говорит, да вроде нет, ну хотя вот в Коломбо была информация, что там дайвера перекусил один. Как выглядит не первая линия Хикадулы. Вообще спокойный поселочек, тишина. Вообще прикольно. Оля ходит, кайфует. Жарко, конечно, ветра мало. Смотрите, как Ну, так зелено. прикольно вообще. Так это мы отошли, ну совсем, да, 500 метров вглубь. И... Мы как будто в ботаническом саду, знаете, пришли. Посмотреть на Вообще. животных, а, короче, получается, что мы для них животные, они на нас Так смотрят. на дереве мы смотрим, там 4-5 разных птичек, там зеленая какая-то, черная. Да, дети такие, о, привет, типа, классная кепка, да. Говорю, не, сорян. Мне это уже нравится. Посмотрите, как зелено.
И тихо, классно здесь. Так вообще, как будто мы в парке в каком-то, да? Асфальт видно, как будто только положили. Ходим, кайфуем. То есть немножко решили погулять вокруг вообще нашего отеля. У нас отель, выходишь, сразу дорога, железная дорога, уже магазины, туристическая, короче, локация. Местные живут. И прикольно, тихо, комфортно, зелено, много теней, конечно, ветра. Смотри, как Чуть не прикольно хватает. уходит эта дорога вообще, классно. Покажи, покажи, как. 5 минут ходьбы, и мы попадем просто в трэш. Смотри, В эту туристическую клаку. Ага, джекфрут. Блин, солнце. дерево. Да это джекфрут, какое хлебное дерево. Огромный джекфрут и да, на столбах. А хлебное дерево, я так понял, растет отдельно на ветках. А маленькие плоды? Типа. Вот маленький, вот большой. А, прикольно, да. Ага. Ну да, прям такой малыш еще. Я просто видел, что вот этот джекфрут, он большой, я его видел зеленым. А на листьях, на кронах деревьев, короче смотри говоря, сюда. растут уже, это хлебное дерево, очень схожий фрукт. Я удивляюсь вообще масштабом просто. Мы как будто в парке юрского Просто- периода, знаете? Да, огромнейший. Фильм какой-то снимали, смотрите. Здесь муравей, смотрите, размера какого. Да, ну очень гигиенично, конечно. У них, кстати, и могилы бывают, встречаются вот так вот. Просто я думаю, что это могилы, потому что до этого прям с фотографиями мы видели. Блин, а у нас вот такие растения растут в горшках. Я хотел сказать вот то же самое, вот только вот они, смотри. Муж и жена, одна сатана, у нас мысли прям одинаково только Знаете, что у нас вот сошлись. такая вот херня, вот Да. такая маленькая, еле растет. А тут смотрите, Да. какие кусты. 100 лет растет, а здесь оно все. Ну блин, здесь классно, конечно. Блин, Атмосфера, цветочки климат. вообще крутые. Да, все круто растет, влажность есть. Что по визе? Сложно продлить. У нас месяц выдают на визу. Давай расскажем про визу, раз уж ты Если вы уже затронул. надумали остаться здесь, то визу продлить онлайн не так и тяжело. Ну, в запасе нужно иметь дней 10, ну, это будние дни, чтобы вы подавали онлайн-визу в будние дни. Ну, короче, вот парень сказал, что ему пришла в течение 5 дней, 2 дня рассматривали его визу, потом пришло подтверждение на оплату, он оплатил, и на следующий день ему пришла уже виза. В общем, у него заняло это 3 дня. У кого-то занимает неделю, у кого-то некоторые говорят даже 2 недели. Говорят, до 2 недель может быть. Да. Если что-то вдруг не так, вы просто берете, садитесь на автобус и едете в Коломбо. Да, очень просто. Даже если у вас заканчивается виза, там, в принципе, 1 день просрочки, ничего страшного. Дали Всем на выдают месяц. на месяц. А сколько это стоит, ты не сказал? Если продлить визу, то на одного человека будет стоить $60. Это онлайн продление визы. Мгм. То есть первая виза у вас стоит там 30, сколько, 5, по-моему, долларов, а вторая виза, если вы хотите на дольше остаться, она делается за $60 с человека. Это онлайн оформление. Если же вы не успели онлайн, и у вас там остался 1 день, вы можете приехать в Коломбо и все это сделать за 2 часа. И всё, Да. Там все очень просто. В Immigration департаменте Immigration, Situation, Коломбо. Corporation. в Коломбо за 2 часа сделаете визу. У нас еще до конца отдыха 2 недели, но как-то уже, знаете, желание появляется, конечно, продлить наше пребывание на Шри-Ланке, но, наверное, если мы будем даже пребывать, то мы будем уезжать в Кикаду, и я думаю, здесь дольше, чем 2 недели точно нечего делать. Ну, Ну, мы посмотрим. посмотрим, если вдруг у нас покажут положительные ПЦР-тесты, которые здесь очень часто делают, специально, чтобы туристы оставались здесь. Но специально, чтобы туристы оставались здесь, это Олина предположение. Ну, это так пишут в чатах. Ну, в группах, да, уже начали предполагать о том, что часто начали позитивные тесты людям предъявлять, на руки выдавать, чтобы якобы для того они, чтобы остались здесь надольше, потратили больше здесь своих долларов. С чем, собственно, дефицит сейчас в стране. Но я не Вот могу так. как-то понять. Прикинь, у человека закончились деньги, он собирается уезжать, он уже все потратил, тут у него херяк и позитивный Ну, тест. если он, Что сюда, делать? если он сюда приехал, ну, он как минимум, большинство людей как минимум не бедных. И как минимум есть у них родственники, которые могут перечислить на карту эти деньги. Да, наверное, так рассчитан. Оля думает, что так рассчитано. Я в эти заговоры особо не верю. Короче, берите перелет без ПЦР-тестов, чтобы не было вот этого лишнего геморроя. Мы, конечно, с геморроем взяли, типа, подешевле билеты, но есть компании, которые не требуют ПЦР-теста на Ты про обратной... авиакомпании Да, говоришь. про Есть авиакомпании. авиакомпании, где есть правила, где в правилах не требуется иметь ПЦР-тест, На чтобы войти обратной на борт. дороге. Туда всем надо А, тесты. Сюда нужно всё. делать всем тесты. А на Вот обратной дороге не надо делать тесты Turkish Airlines и Qatar Airlines. Не нужно делать ПЦР-тесты. Все остальные, которые летят через УАЕ, нужны. Затянули, все, разобрались. Хотел вкратце рассказать по поводу обратных течений в плане того, что как это опасно. Пришла только что Таисия, наша подруга, которая поплавала у нас на пляже, который от нас недалеко, а я вот на этом Кикадуве пляже, который
самый насыщенный, популярный, там черепахи вот сюда приплывают. И вот Таисия рассказала историю, что ее сегодня утянуло течением, она чуть позже это на камеру 2 слова своих скажет. А вот мы на этом пляже наблюдаем уже как 2-й раз. Спасатели выезжают за чуваками. Вот на борде парень, на борде, а рядом 3 мужчины. И вот возле того буйка они только что на одном месте гребли и уже начали паниковать, там поднимали руки. Вот здесь есть будка охраны. Они подали какой-то сигнал свистком, чувак выплыл, но они выплыли с того течения. Видите, как там волны пересекаются? Там, короче говоря, какое-то нездоровое течение. И, казалось бы, простой пляжик, чуваки поплыли туда. Вот немного дальше туда еще отвозят на снорклинг. Может быть, они хотели туда проплыть или обратно, или просто поплавать, неважно. Короче говоря, имейте в виду, очень опасно. Далеко от берега не отплывайте, самостоятельно не плавайте в океане. Там вообще какой-то хаос происходит. Сейчас еще у Таиси интервью возьмем. Рассказывай 2 слова, быстро. Давай быстро. Быстро. Расскажи по обратному течению. И что бы ты изменила, людям бы посоветовала? Скажи вкратце, кто будет смотреть вдруг. Людям посоветовала бы первое не ходить самим на океан, Так. чтобы были в паре и был присмотр за вами. Плавала на берегу вместе с людьми, пару раз нырнула, не посмотрела, где нахожусь, пошел ряд больших волн и меня сразу же занесло. Я открыла глаза после ряда этих больших волн и А ты поняла, далеко, что я да? очень далеко. Ага. Far away. Был один мужчина уже взрослый, который в компании которых я плавала, он увидел, что я махаю вот так руками, просто бесконечно. Он сам побежал к этим серфингистам и сказал, что утопающий. Ага, они маякуют, плыви типа крифом, она говорит, я уже не могу, А там я паника, показываю, сил что нет. Все, я не могу уже, да. Ну быстро и выбиваешься из сил, как я Очень понимаю. быстро, моментально, и очень сильный страх, потому что ты пытаешься плыть в разные направления и понимаешь, что тебя все равно уносит. Все равно уносит очень быстро и сильно. Да. Вот даже на этом пляжике, видишь, уже 2-й раз за людьми плавают. Ну, короче говоря, будьте начеку и за детьми глаз да глаз. Вот 2 погибших ребенка было на Велигаме несколько дней назад. Ты ж помнишь, да? 4 человека утащило. Да, да. Имейте в виду, будьте бдительны.